Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать самые резонансные события, которые происходят на сегодняшний день в Германии. Как и обещал, возвращаясь к этой теме, все еще не назначив Фридриха Мерца канцлером, страна уже сталкивается с невероятными решениями, последствия которых еще только предстоит оценить. Во вторник Бундестаг принял историческое решение. Депутаты одобрили ослабление механизма долгового тормоза, а также согласовали два масштабных финансовых пакета на общую сумму в 1 триллион евро. Это просто рекордное финансирование вызвало бурные споры среди политиков и экспертов. Вечером того же дня Сандра Мэшбекер пригласила в свою студию двух оппонентов, чтобы обсудить главный вопрос, насколько оправдано взятие таких огромных долгов и не приведет ли это к катастрофе в Германии. Действительно ли это решение в интересах страны? Здесь мнения разделились. Кристиан Дюр, который пока еще возглавляет фракцию Свободно-демократической партии СВДП, жестко раскритиковал принятие таких мер. По его мнению, Германия не может себе позволить настолько ослаблять контроль над государственным долгом. Однако социал-демократ Ральф Штегнер убежден в обратном. По его мнению, столь масштабные финансовые вливания необходимы для стабилизации экономики Германии и предотвращения социального кризиса. Свободный демократ Дюр испытывает просто огромные опасения по этому вопросу, и он не упускает случая поделиться ими с публикой в ходе довольно оживленной дискуссии в прямом эфире. В своей речи он акцентирует внимание на огромных суммах, которые теперь ложатся на плечи государства. Он сказал, цитата: «Меня беспокоит следующее. Мы сейчас говорим о триллионе евро долгов. Мы обсуждаем то, что в ближайшие годы 80 миллиардов евро в бюджете придется платить на выплату только процентов по этим долгам». На первый взгляд возникает такое впечатление, что это не повлечет за собой никаких последствий, но это в корне неверно, сказал Дюр. При этом он сразу оговорился, что не отрицает необходимости финансирования оборонного сектора. Цитата: «То, что мы должны что-то делать для обороны, я абсолютно согласен. Более того, у нас есть свой собственный план, как это можно реализовать. Но главный вопрос, который его волнует, это инфраструктура. Он сомневается, что выделенные средства действительно пойдут на ключевые сферы развития страны. У меня есть серьезное сомнение в том, что инфраструктура получит необходимое финансирование. Скорее всего, деньги уйдут куда угодно, только не туда, куда действительно нужно». Дюр особо подчеркивает нецелевое распределение средств. По его словам, из общего пакета примерно 270 миллиардов евро остаются нераспределенными. Эти деньги не заложены ни на оборону, ни на инфраструктуру, а будут использоваться по усмотрению правительства Фридриха Шольца. Цитата: «Если бы решение зависело от нас, такого просто бы не произошло», категорически заявил Дюр. Но с ним не согласен социал-демократ Ральф Штегнер, который наоборот горячо защищает правительственную инициативу. Он уверен, времена изменились, и меры, которые еще недавно казались неприемлемыми, теперь являются просто необходимыми. «Мы живем в особые времена», утверждает Штегнер, напоминая, что США уже инвестировали 750 миллиардов евро в модернизацию своей страны. Да, Америка больше Германии, но это не значит, что мы должны стоять на месте. Мы тоже обязаны инвестировать в будущее, заявил он. Штегнер задается риторическим вопросом: что останется нашим детям и внукам, если мы сейчас ничего не сделаем? Они унаследуют разваленную инфраструктуру, плачевное образование и отсутствие цифровизации. По его мнению, грамотные инвестиции приведут к росту экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и, в конечном счете, снижению социальной нагрузки на бюджет. Цитата: «Если люди будут зарабатывать больше, если в стране будут создаваться рабочие места, если налоговые поступления будут расти, то в конечном итоге эта стратегия окупится», подытожил Штегнер. В свою очередь Дюр не молчит и указывает еще на одну серьезную проблему финансовых пакетов. Кто-то ведь должен будет вернуть деньги, причем вместе с процентами, и этот тяжелый груз ляжет на будущее поколение. У меня у самого 2 детей, и я считаю несправедливым перекладывать на них все эти долги только ради того, чтобы сегодняшняя коалиция могла функционировать,
заявил он. Но социал-демократ Ральф Штегнер видит ситуацию совершенно иначе. Он считает, что перемены неизбежны, и Германия обязана модернизировать свою промышленность в соответствии с климатическими стандартами. Его цитата: «Мы должны перестроить нашу индустриальную систему так, чтобы она стала климатически нейтральной». Это не просто прихоть, а необходимость, потому что мы обязаны оставить нашим детям и внукам такую планету, на которой можно жить, говорит он. По его мнению, для этого государство должно вкладывать в промышленность, чтобы создавать новые рабочие места и параллельно поддерживать население. Еще одна цитата его: «Мы требуем, чтобы уровень пенсии оставался стабильным, минимальная зарплата росла, а цены на жилье не вырывались из-под контроля», подчеркнул он. Штегнер возмущается тем, что социальные меры называют предвыборными подарками, тогда как налоговое ослабление для богатых считается развитием экономики. Он говорит, почему, когда государство помогает обычным людям, это называется популизмом и раздачей подарков, а когда вводит налоговые льготы для сверхбогатых, это называется поддержкой бизнеса. Задается он вопросом. Однако, в свою очередь, свободный демократ Дюр считает абсурдным финансирование климатической инфраструктуры только за счет налогоплательщиков. По его мнению, государство должно лишь создавать условия для бизнеса, а не влезать в рекордные долги. Эти финансовые пакеты приводят к самому высокому уровню госдолга со времен Второй мировой войны, предупреждает Дюр. Меня беспокоит, что если сейчас мы так легко разбрасываемся деньгами налогоплательщиков, то фактически отказываемся от грамотной экономической политики. Это приведет не к усилению Германии, а просто к разрастанию государственного аппарата. Но людям не нужен большой бюрократический аппарат, им нужна нормальная работа с хорошей зарплатой, которая в будущем гарантирует достойную пенсию, аргументирует свободный демократ Дюр. Позже он еще развил свою мысль, указывая, что основная проблема в том, что правительство с легкостью тратит такие огромные суммы, но при этом реформы не проводятся. Меня беспокоит, что сейчас выделяются колоссальные средства, но при этом настоящих реформ так и не происходит, говорит он. По его словам, финансовые пакеты принесут выгоду лишь состоятельным гражданам, которые смогут инвестировать в государственные облигации с высокими процентами. А расплачиваться за это будут простые работники и пенсионеры, потому что цены снова вырастут. Это означает, что деньги перетекут снизу вверх, и снова богатые станут богаче, а простые люди заплатят по счетам, предупреждает Дюр. Друзья, я вам сразу хочу еще напомнить, что переговоры продолжаются еще с четверга. Их итогом может стать назначение Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. И в связи с этим ведущая Сандра Майшбергер напрямую спрашивает социал-демократа Ральфа Штегнера: «Вы доверяете Фридриху Мерцу?» Ответ социал-демократа Штегнера звучит неоднозначно. Пока нет до конца, признается он. Политик критикует Мерца за его недавний шаг, когда тот воспользовался голосами альтернативы для Германии Салис Вайдель при принятии резолюции. Цитата: «Это неприемлемо. Нам необходимо четко прописать в коалиционном соглашении, что подобные вещи недопустимы. Даже угроза такого сценария недопустима для социал-демократов», настаивает он. Штегнер признается и подчеркивает, что цель социал-демократической партии – это вытеснить альтернативу для Германии из Бундестага. Цитата: «Я бы сейчас предпочел видеть в парламенте сильную либеральную партию, чем этих популистов, которые сейчас сидят на той стороне зала», жестко заявляет он. Но свободный демократ Кристиан Дюр смотрит на ситуацию совершенно иначе. Его беспокоит не только роль альтернативы для Германии, но и разрастание государства. Цитата: «Меня тревожит, что в следующем Бундестаге мы увидим коалицию партий, которые фактически оккупировали государство и нагружают его обязательствами до предела. А расплачиваться за это придется обычным людям. Они уже чувствуют, что им становится все тяжелее», поясняет он. Дюр также считает, что противоположная крайность – это альтернатива для Германии, которая не просто критикует государственные институты, а открыто высмеивает их и отрицает. Цитата: «С одной стороны мы видим союз ХДС, ХСС, СДПГ
и зеленых, которые пытаются контролировать государство, увеличивать бюрократию и влезают в долги. С другой стороны, мы видим альтернативу для Германии, которая ненавидит саму идею государства. А людям нужен эффективный и работоспособный государственный аппарат, который дает возможность зарабатывать, а не раздает подачки, подчеркнул он. Для свободного демократа Дюра важно, чтобы в Бундестаге была представлена свободная демократическая партия, и он намерен бороться за это в течение следующих 4 лет. Цитата. «Я хочу, чтобы СВДП не просто вернулась в парламент, но и стала ведущей партией будущего», говорит он. Для этого он предлагает обновить руководство и создать сильную команду партии. «Я буду работать с такими политиками, как Мария Агнес Штрак-Циммерман и Вольфганг Кубихи, чтобы сделать СВДП самой современной партией Германии», заявил Дюр. Друзья, а что вы думаете о новом финансовом курсе Фридриха Мерца? Оправданы ли такие огромные долги, или это путь к экономическому кризису в Германии, за который придется расплачиваться следующим поколением? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!